Размер подставки 15,5 сантиметров. Вес 36 грамм. Вязать буду крючком диаметром 3 миллиметра. Хвост. Нитка к клубку. Это хвост, а это ниточка к клубку идет. Захватываю нить, петля на крючке, дальше захватываю ниточку. Вот эта ниточка идет к клубку. И начинаю вязание. Провязываю 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. Далее буду вязать 11 столбиков с накидом. 11 столбиков с накидом. Первый столбик из 2 воздушных петель, а дальше 11 столбиков с одним накидом. Итого 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков. Первый столбик 2 воздушные петли и далее 11 столбиков с одним накидом. Вязать я буду по спирали. Затягиваю в кольцо так, чтобы вот это вот отверстие было как можно меньше. И нужно хвост зафиксировать. Провязываю воздушную петлю, протягиваю хвост. И затягиваю. Дальше можно обрезать покороче. Кончик надо обязательно прижечь, потому что нитка очень хорошо распускается. Первый ряд 12 столбиков с накидом. Вязать будем по кругу, поэтому обязательно нужен маркер. Значит, первый ряд 12 столбиков. Начинаем вязать второй ряд. Маркер обозначает конец предыдущего ряда и начало следующего ряда. Делаю накид. И вот идет столбик из воздушных петель. Первая петля, вторая петля. Под вторую петлю завожу крючок. Захватываю нить, значит, накид на крючке и провязываю столбик с одним накидом. Вводим в работу светлую нить
Сейчас я провяжу одну воздушную петлю. Крючок протягиваю под петлю, под которую я сейчас провязала столбик с накидом. Столбик с накидом, под эту же петлю завожу крючок, захватываю петлю. Дальше завожу вот эта петля, под которую я сейчас протянула светлую нить. Завожу крючок под следующую петлю. Захватываю ниточку, протягиваю и провязываю первую через вторую. Завожу крючок под следующую петлю, протягиваю светлую нить и первую петлю протягиваю через вторую. Завожу крючок под следующую петлю, захватываю крючок, протягиваю петлю и первую протягиваю через вторую. И так дальше. До конца первого ряда. И последняя петелька. Протягиваю подлиннее, чтобы случайно не распустить цепочку. Надеваю на крючок темную нить и далее продолжаю вязать. Значит, и первый столбик первого ряда, второго ряда, первый столбик второго ряда. Значит, второй ряд в каждую петлю я буду провязывать по 2 столбика с накидом. Значит, первый столбик я провязала, в эту же петлю провязываю второй столбик с накидом, в следующую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Значит, первый ряд 12 столбиков с накидом, второй ряд 24 столбика с накидом. В следующую петлю 2 столбика, 2 столбика с накидом, в следующую петлю 2 столбика с накидом, в следующую петлю 2 столбика с накидом, и так до конца ряда, до маркера. В каждую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Второй ряд 24 столбика с накидом должно быть. Так, и последняя петля. Снимаю маркер. Потом я маркер повешиваю вот на эту петлю. Значит, петлю надо протягивать, чтобы случайно не распустить столбики. Дальше продолжаю вязать цепочку.
Завожу крючок под петлю. Вот она идет, следующая петля. Протягиваю петлю и первую протягиваю через вторую. Под следующую петлю захватываю нить и первую протягиваю через вторую. И так провязываю до конца ряда. Сильно туго вязать не надо, иначе полотно оно сожмется и круг будет неровный. То есть вязать нужно свободно, чтобы петля ложилась свободно. Под каждую петлю протягиваю крючок, захватываю нить, протягиваю петлю и первую протягиваю через вторую. И так вяжу до конца ряда. Так, ну вот под эту петельку еще можно протянуть и провязать. Петлю протягиваю. Конец второго ряда. Вешаю на последнюю петлю маркер. Так, значит, петельку подлиннее. На темную нить надеваю маркер. Значит, следующий ряд, третий ряд. В третьем ряду делаю прибавление через столбик, то есть через петлю. То есть 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. Делаю накид и под петлю завожу крючок, захватываю нить и провязываю столбик с накидом. Начало третьего ряда. В эту же петлю второй столбик с накидом. В следующую петлю 1 столбик. В следующую петлю 2 столбика. В следующую петлю 1 столбик. И так вяжу до конца ряда. В третьем ряду должно быть 36 петель, 36 столбиков с накидом. Вяжем до маркера. В третьем ряду 36 столбиков с накидом. Конец третьего ряда. 36 столбиков с накидом. Дальше начинаем вязание светлой нитью. Маркер я снимаю. Петельку подлиннее. Завожу крючок под следующую петлю. Захватываю ниточку, протягиваю и первую протягиваю через вторую. Под следующую петлю протягиваю нить и петлю провязываю первую через вторую. И так иду по кругу.
до последнего столбика. Провязываю по кругу до последнего столбика. Провязала до конца ряда. Если у вас цепочку вы провязали сильно туго, то ее можно распустить. Только светлую ниточку можно распустить. Если вот эта вот цепочка из лицевых петелек стянула полотно, можно распустить только белую цепочку и провязать по новой. А все распускать не обязательно. Значит, петельку вытягиваю. Надеваю маркер. Четвертый ряд. В четвертом ряду буду делать прибавление через 2 столбика. То есть следующую петлю провяжу 2 столбика, затем 1, 1, 2, 1, 1, 2. И так до конца ряда. В четвертом ряду должно быть по кругу 48 столбиков. Накид. Следующую петлю провязываю 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую петлю 1 столбик. В следующую петлю 1 столбик. В следующую петлю 2 столбика. 1. И в эту же петлю 2. 1. Следующую 1. Следующую 2. И так вяжу до конца ряда, до маркера. В четвертом ряду 48 столбиков с накидом. Провязываю цепочку до конца ряда, протягивая петлю под каждую петлю основания. И так до конца ряда. Конец четвертого ряда. Протягиваю петлю, беру маркер, одеваю на темную нить, подтягиваю. Пятый ряд. В пятом ряду буду делать прибавление через 3 столбика. В пятом ряду делаю прибавление через 3 столбика. Значит, следующую петлю провязываю 2 столбика, затем 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Накид. Под петлю провязываю 2 столбика. Под первую петлю провязываю 2 столбика. Под следующую петлю 1. Накид. Под следующую петлю 1. Накид. Под следующую петлю 1. Значит, 2 столбика, 1, 1, 1. Под следующую петлю 2 столбика, 1, 2.
под следующую 1, под следующую петлю 1 столбик, под следующую петлю 1, под следующую 2. И так вяжу до конца 4-го ряда. Ой, до конца 5-го ряда. 5-й ряд. До конца 5-го ряда. В 5-м ряду должно быть 60 столбиков. 60 столбиков по кругу. Конец 5-го ряда. По кругу 60 столбиков с накидом. 60 столбиков с накидом. Снимаю маркер. Протягиваю подлиннее петлю. Работаем светлой нитью. Значит, еще раз. Если вы провязали вот эту цепочку светлой нитью, и эта цепочка стянула, то есть туго вы провязали вот эту цепочку по спирали, то можно ее распустить и связать заново. Значит, смотрите, хорошо видно петельки, вот они, вот эти вот дырочки, это петельки. То есть вводите в отверстие крючок, захватываете светлую нить, протягиваете и провязываете. Дальше следующую. Вот видно, вот она петля, петля, вот сюда крючок, захватываете ниточку и протягиваете. Значит, дальше провязываем по контуру светлой нитью. Провязываем цепочкой. До конца ряда. До конца ряда. 5 рядов провязали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Протягиваю петельку. Маркер больше не нужен. Делаю накид. Завожу под следующую петлю крючок. Захватываю нить. И провязываю 3 петли вместе. И подтягиваю хорошо. Дальше провязываю 5 воздушных петель. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В эту же петлю крючок, захватываю нить и провязываю столбик с накидом. Но столбик с накидом делаю удлиненный. То есть сначала провязываю одну петлю, затем петлю и накид, затем 2 петли на крючке. Это удлиненный столбик с накидом. Воздушная петля,
накид, пропускаю 2 петли, раз, два, 2 петли пропускаю, в третью петлю завожу крючок, захватываю нить, провязываю столбик с накидом, сначала одну петлю провязываю, затем петлю и накид, и затем 2 петли. Воздушная петля, накид. В эту же петлю провязываю столбик с накидом, воздушная петля, накид, отсчитываю раз, два, в третью, по третью завожу крючок, захватываю нить, протягиваю и провязываю столбик с накидом. Воздушная петля, накид. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. Что получается? Между столбиками 2 петли пропускаем, 2 петли пропускаем между столбиками. И между столбиками вверху 1 петля, 1 петля, 1 петля, 1 петля, 1 петля и так дальше. Вяжем до конца ряда. Воздушная петля, накид, раз, два, три. В третью петлю провязала столбик. Воздушная петля, накид. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. Воздушная петля, накид. Раз, два, в третью петлю провязываю столбик с накидом. Воздушная петля, накид. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. И так вяжу до конца ряда. Между столбиками 2 петли, между столбиком вверху 1 петля. 2 петли, 1 петля. Между столбиками по 1 петле воздушной. Довязала до конца ряда. Замыкаю ряд. Воздушная петля. Оставляем петельку. И вот во вторую петельку завожу крючок, захватываю нить и первую петлю протягиваю через вторую. Светлую петлю завожу за полотно. Так, довязала до конца ряда, белую петлю назад, замыкаю ряд, значит, воздушная петля, воздушная петля, вот первая петелька воздушная, вторая, во вторую завожу крючок, захватываю нить, протягиваю и первую петлю протягиваю через вторую. Это шестой ряд. Шестой ряд я замкнула. Вот таких галочек должно быть 20 штук. 20 штук по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук. 20 вот таких галочек. Значит, вот эта светлая петля за полотном. Начинаю вязать листик. 3 воздушные петли. Раз, два, три.
накид. И вот сейчас под столбиком я буду провязывать 6 столбиков с накидом. Первый столбик из 3 воздушных петель и 5 столбиков с накидом. Значит, под первым столбиком ряда я провязываю 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 5. Значит, первый столбик из 3 воздушных петель и 5 столбиков с накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваю. Второй столбик, под вторым столбиком провязываю 6 столбиков с накидом. Накид. Под вторым столбиком провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый листик. Одну галочку пропускаем. Дальше под столбиком второй галочки одну пропускаем. Дальше будем провязывать под столбиком второй галочки. Накид. Провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваемся. Под следующим столбиком галочки я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй листик. И между листиками галочка, которую мы пропустили. Пропускаем галочку. Провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И под вторым столбиком галочки провязываем 6 столбиков с накидом. Значит, далее 2 воздушные петли, 1, 2. Дальше накид. И под вторым столбиком галочки я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Третий листик. Галочку пропускаем. Значит, следующая галочка, под первым столбиком следующей галочки провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушные петли, 1, 2. Переходим ко второму столбику галочки, накид, и под вторым столбиком галочки я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, двигаемся до конца ряда. Значит, галочку пропускаю. Следующая галочка под каждым столбиком я провязываю по 6 столбиков с накидом. И между вот этими столбиками 2 воздушные петли. Так, обвязку галочек я закончила по кругу. Вот такие вот листики получились. Темная нить нам больше не понадобится, я ее обрезаю. И соединяю с верхушкой первого столбика с накидом. Это даже не столбик, а воздушные петли были у нас. Это первый столбик из воздушных петель. Вот с верхушкой, с верхней частью вот этого столбика я соединю последний листик. То есть протягиваю ниточку. Сильно стягивать не надо. Аккуратно. Протягиваю через столбик хвостик. И закрепляю. Значит, вот эти вот листики надо хорошо вот так расправить, чтобы столбики равномерно разошлись. Вот так вот каждый листик нужно вот так потянуть.
Сейчас я буду обвязывать каждый листик по контуру. То есть заводить крючок буду под каждую петлю. Под каждую петлю буду заводить крючок и протягивать петлю. Значит, буду двигаться вот в этом направлении. Не в этом, а вот в этом. Завожу крючок под первую петлю. Вот первый столбик. Это последний листик в ряду. Завожу крючок под первую петлю. Захватываю петельку, протягиваю. Завожу крючок в следующую петлю, захватываю ниточку и первую петлю протягиваю через вторую. В следующую петлю захватываю ниточку, протягиваю и первую петлю протягиваю через вторую. И так двигаюсь по краю листика. Две воздушные петли. Значит, под цепочкой из двух воздушных петель я дважды протяну ниточку, сделаю накид. Далее захвачу ниточку, протяну под цепочкой и провяжу 3 петли вместе. Накид. И еще раз, третий раз. 3 раза. Дальше завожу крючок в следующую петлю над столбиком. Захватываю нить, протягиваю. Первую петлю протягиваю через вторую. Под следующую петлю завела крючок, захватила ниточку. Первую протягиваю через вторую. Ну, точно так же, как провязывали вот эту спиральку. Точно такую же обвязочку делаем. Под каждую петлю протягиваю крючок, под каждую петлю. Между столбиками петля, тоже завожу крючок, протягиваю. И так дальше. Второй листик. Две воздушные петли, 3 раза провязываю столбик с накидом вместе. Раз, два, три. И дальше через каждую петельку. Через каждую петлю протягиваю нить и первую петлю протягиваю через вторую. Значит, вот петля между листиками, тоже через нее протягиваем. Через каждую петлю. Накид. Раз, два, три.
Вот так должно получиться. Вот такая вот обвязочка. И так вяжем до конца ряда, обвязывая каждый листик. Так, закончила обвязку. Обрезаю нить. И прячу хвостик. Значит, каждый лепесток нужно немножко потянуть, расправить его. Чтобы столбики равномерно разошлись. Вот так выглядит подставочка. Вот такой она получилась. Это первый вариант. Я вязала лепестки основной нитью. А вот второй вариант. Я вязала лепестки светлой нитью. Вот так выглядит. Вот эти два варианта. Буду рада, если это видео было для вас полезным. Творческих вам успехов! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всего вам доброго!